Тема сегодняшнего семинара – это мое учение о воскрешении, ускорение встречи с воскрешенным. В данной теме я бы хотел, чтобы практический опыт каждого, кто занимается воскрешением, был перенесен на задачу практически передачи информации о том, что такое явление существует в управлении, именно как ускорение встречи с воскрешенным. И чтобы вот предметность, собственно говоря, да, самого воскрешения была выведена в структуру, так скажем, ну, само собой разумеющейся, так скажем, потому что желательно, чтобы информация о воскрешении, о технологиях воскрешения, она была бы обычной как бы информацией общества. Все-таки практически, ну, то же самое воскрешение и воскресение Иисуса Христа, это уже практически около 2000 лет, и мы должны к этому уже как-то привыкнуть и стараться просто технологически реализовывать задачу. То есть надо вот стараться в управлении по ускорению встреч с воскрешенными обязательно как бы больше реализовывать тот уровень, что фактология сама, она уже осуществлена. И тогда мы сможем вот этот, ну, некий такой дискретный разрыв в системе коллективного сознания, где есть знание, есть, например, там, воскресение Иисуса, именно когда Иисус именно в транскрипции, может быть, много звуковой даже, да, много объективизированный, где совокупность всего количества слов и звуков означало и имя Иисуса Христа, и Его воскрешение, да, и воскресение. То есть мы имеем всю информацию, которая говорит о том, что был практический опыт, да, воскресения Лазаря и так далее, и воскрешение. И получается, что мы должны вот все-таки прежде всего вот именно разрыв в коллективном сознании постараться, ну, по крайней мере, задача как самая минимальная, это все-таки исключить. Если заниматься минимизацией, то только небольшое время, потому что здесь основная, в общем-то, задача заключается в том, что в связи с тем, что все процессы связаны в этом мире, и в связи с тем, что какое-то количество людей, например, этим, ну, не занимается, предположим, да, то вот здесь происходит именно основная как бы нестыковка с тем, что реализованный процесс начинает или замедляться, там, или отдаляться. Поэтому сегодняшний семинар будет в большей степени посвящен тому, что мы должны будем все-таки именно заниматься ускорением этого процесса, потому что достаточно много фактологических материалов, которые говорят о том, что происходит общение с воскрешенным, даже там какие-то физические контакты, там, за руку и так далее. И получается, что вот здесь главное остается как бы преодолеть вот этот, ну, достаточно небольшой уже сейчас разрыв в коллективном сознании, когда человек сохраняется в обычном, ну, скажем, колесе времени, если так можно назвать, среди тех, кто там не умирал, среди живущих, проще говоря, куда уже входит и воскрешенный. Поэтому, в принципе, вот основное управление заключается именно в аспекте все-таки ускорения, получается, да? То есть фактологически мы переводим управление вперед, говорим, да, процесс воскрешения – это само собой разумеющийся процесс, который говорит о том, что мы просто-навсего знаем законы развития мира и говорим, что фундаментальный закон мира все равно все восстановится с точки зрения Бога, все есть вечность, и поэтому получается, что воскрешенный он где-то уже все равно есть. И вопрос воскрешения все-таки ускорение встречи с ним. То есть одна из первых позиций методологических сегодняшнего семинара – это умение ускорить, ну, как бы ход времени, и учитывая, что, например, во всеобщее воскрешение в большее количество людей верит, и уже на уровне коллективного сознания создан достаточно хороший, ну, как бы некий мост, да, некая платформа, где очень устойчивые понятия обычной обиходной жизни. То есть вера людей, например, история христианства, история других фундаментальных религий, говорит о том, что платформа достаточно устойчивая и, само собой разумеется, для достаточно большого количества людей, что именно всеобщее воскрешение это в общем-то, ну, в общем-то, где-то бытовой даже вопрос, по крайней мере, оттенки бытового характера в этом есть, потому что нет детализации, как, например, человек в обычной, что ли, ситуации
в большей степени размышляет, когда какие-то бытовые процессы происходят, человек не задумывается, как правило, там детально, что ли, почему какие-то явления происходят. Ну, все само собой разумеется. Также и в переносе на всеобщее воскрешение этот элемент присутствует. Что, да, есть всеобщее воскрешение, но, собственно говоря, это как некая больше идеологическая платформа. И вот наша задача уметь этот фактор коллективного сознания, потому что мы действуем только ведь согласие людей, и поэтому получается, что мы должны уметь вот эту импульсивную, что ли, фактологию коллективного сознания определенным образом сбалансировать и свет устойчивой формы будущего процесса, да, например, всеобщее воскрешение, перенести сюда. То есть в оптике это, в общем-то, на самом деле на логическом уровне не очень сложно, потому что взять, например, там, мыслеформу или там, развитие с точки зрения технологии вечного развития одного человека и просто-навсего посмотреть, как свет этого понятия вечности жизни приходит сюда. И отсюда получается, что мы для ускорения имеем достаточно объективизированную, что ли, картину. В общем-то, здесь достаточно просто вроде бы как все выглядит. Мы проходим по этому оптическому импульсу, и наша задача просто сжать как бы время, да? То есть приблизить время и сказать, что да, та будущая платформа, она сейчас здесь, например. Если есть всеобщее воскрешение, ну, мы просто, там, например, хотим, чтобы было сначала воскрешение там, ряда лиц, например, да, которыми мы занимаемся, а технология всеобщего будет упираться тогда только с точки зрения управления, так скажем, в социальные процессы, как вообще это принять, да, куда людей распределить и так далее. То есть, собственно говоря, чисто в механизм больше власти, так скажем, да, властного управления, социально-политического, что ли, управления и так далее. И поэтому, получается, с точки зрения логики, мы, когда как бы сбалансировали среду управления, то есть считаем, что это вопрос просто технический, кстати, так и есть в большей степени, значит, мы начинаем вот эту тонкую грань потихоньку преодолевать, потому что здесь существует еще как бы моральный, некий такой кодекс даже, да, управления, потому что явления и понятия часто незнакомые, и вот моральные принципы взаимодействия с точки зрения как бы глобальной морали там, бесконечного развития. Что есть вообще мораль бесконечного развития, да, в обществе на глубоком уровне, ну, что ли, души человека? Ведь человек, когда видит бесконечное развитие, обратный импульс, который на его уже душу распространяется, он говорит, ну, вообще-то говоря, о новой идеологии, как бы, да, там, морально-этический, например, принцип вечного развития. Что в этом случае человек должен делать, например? Вроде бы все то же самое, да, как-то логически, но вообще говоря, это другая среда управления. Это даже другая информационная среда, и тканевая среда получается другая у человека, поэтому надо учитывать вот этот взаимообмен информацией. Как только человек встречается с первым воскрешенным, возникает принцип, либо он, например, принимает полностью и входит в другую систему управления, то есть хотя бы такого плана, что он аналитически начинает работать с этим понятием в управлении, или он начинает, например, искать какие-то логические мотивы, говорящие о том, что, ну, возможно, это разовый там, да, вариант, возможно, это, может быть, не коснется там, как бы, фундаментальных систем мира и так далее. Так вот, если мы рассматриваем процесс, что не коснется, на самом деле все равно это всех коснется, то есть надо очень четко исключить принцип того, что это все-таки разовый, да, вариант для кого-то, пусть даже там много случаев воскрешения. Это, естественно, не разовый процесс, все в мире так устроено, надо как-то стараться пересказать, что ли, в управлении на уровне души, что все в этом мире, если хоть раз оно произошло, но это созидательно, то это имеет, как правило, вечное развитие, тем более, если вообще процесс соответствует вечности, да, воскрешение – это все-таки одна из технологий вечности. И получается, что когда мы начинаем переводить уже в управление как бы в бытовое, что ли, так скажем, да, в технологиях вечного развития, вот здесь мы попадаем в систему, ну, назовем так, обычного, что ли, уровня сознания, когда мы имеем, в принципе, то же самое состояние, которое не отличается от первичного, да, до получения этой информации. И дальше передаем, что этот вопрос такой же системный, и каждый элемент бытового как бы, уровня управления, он, вообще говоря, такой и должен быть. В систему естественного развития человека, то есть обычного состояния человека,
заложена именно в первую очередь технология все-таки вечного развития. И получается, что когда мы как бы, ну, несколько волевым, да, усилием переводим опять управление на то, что ничего в этом мире не изменилось от того, что человек встретился с воскрешенным, мы как бы начинаем приходить фактически к определенной норме, ну, такого спокойного, там, целеустремленного управления для всеобщего случая, именно случая всеобщего воскрешения. И тогда уже факторы, там, пусть даже миллионных каких-то воскрешений, там, единичных и так далее, они выглядят как системный уровень, то есть первично-системный уровень. И вот мы тогда перекладываем вот это управление на структуру уже следующего уровня, да, что в идеологии есть всеобщее воскрешение, и даем уже сигнал от себя. Как только мы выходим на управление от себя, хотя, конечно, мы всегда от себя управляем, но в данном случае отраженный свет, он тот же самый, что и наша идеология. То есть внешняя информация обладает теми же признаками, в общем-то, вечного развития, что и мы в качестве идеологии вкладываем в управление. Тогда получается, что мы имеем на бесконечном удалении от уровня управления или от точки управления фактически, ну, в общем-то, аналогичную информацию. То есть как, например, распространить информацию в бесконечность и вечность? Мы должны с любой точки управления получать то, что мы хотим сейчас, здесь. Да? Тогда, получается, мы распространили управление на вечное количество лет. Например, там, как Бог делает управление вечностью. Для него вечность – это тоже информация. С точки зрения Бога первичный импульс равен там, бесконечному. Тогда получается, чтобы получить бесконечность, он должен просто количество событий увеличить и изменить точку зрения, что ли, с точки зрения того, что он воспринимает отдельно там, вечность, отдельно точку, там, единичную точку. И тогда получается, что для Бога понятие вечность и конечный элемент – это одинаковое управление. То есть он находится, вообще говоря, вне этих даже систем. И вне вечности, и вне, там, например, конечного элемента. И когда мы, предположим, начинаем делать управление на бесконечность, то здесь начинают реализовываться, в общем-то, достаточно знакомые, по сути, для человека технологические принципы. Вот именно встречи, ускоренной встречи с воскрешенным человеком, где элементом ускорения, например, там, первичный элемент ускорения, это есть встреча с информацией, которая, ну, в общем-то, понятна человеку. Да? То есть с кем проще всего как бы договориться человеку, да, в управлении, кого человек больше всего знает. Он, прежде всего, может о себе, как человек считает, больше всего знать. То есть, получается, первый элемент ускорения – это идентифицирование информации точно такой, которая соответствует человеку. То есть умение определить в точке встречи те координаты, которые соответствуют вам лично. Ну, для этого можно просто посмотреть вокруг и считать, что сейчас вот эта ситуация, но механически, естественно, перенести это нельзя. Везде разные ситуации, да, надо выделить некий там универсальный модуль, да, какую-то там матричную универсальную среду, которая сохраняется постоянной в любой ситуации, и при этом вы ее узнаете и опознаете в точке встречи. Ну, естественно, в первом уровне это есть душа человека, которая находится и сейчас там здесь, да, например, и может находиться где-то в бесконечном времени в управляющем уже действии. То есть задача, получается, отделить импульс естественного состояния души от уровня управления. То есть где есть душа, а где вообще управление от души. Вот с точки зрения Бога, у Бога четко ограниченный уровень, да, есть душа, но она бесконечна, а есть все-таки управление. То есть для Бога управление и душа реализованы в точке возникновения духа человека. Вот где Бог, с точки зрения именно этой технологии воскрешения, где мы уже говорим о встрече с воскрешенным, потому что для Бога он же человек фактически при возможности Бога, он является живым человеком, поэтому у него в основном делается управление, получается, навстречу. Вот с точки зрения фундаментального уровня управления, что создать событие, что создать встречу, для Бога это, в общем-то, один и тот же процесс. Поэтому, если человек наблюдательно подходит к ситуации, то он может очень многое почерпнуть из того, что он имеет в личной практике событийного как бы управления. То есть он ходит где-то, смотрит по улицам, он
что-то делает, и вот анализ внутреннего содержимого и содержания, так скажем, внешнего события дает точку встречи в каждом случае. То человек где-то встречается с Богом. Вот на уровне бесконечных величин он всегда где-то встречается с Богом. В любой момент времени, по большому счету. И, может быть, не конкретно с физическим телом, да, например, там, Бога, а с его действием. Там. Но у Бога действие и, вот, скажем так, начало действия или там, действие души Бога и душа Бога в проявлении человека — это часто неотделимый процесс. Если у человека, например, там, спросить, как он рассматривает душу Бога и действие души Бога, то может человек, видимо, распознать только на каком-то уровне скорости, где есть именно стыковка, вот именно стыкуется действие и душа. А это можно распознать на духе человека. То есть дух рождается для человека, вот, скажем, в бесконечном воплощении и развитии в этом процессе. Получается, духовный статус человека определяет фактически точку встречи. Да? То есть чем мы выше там, развиваем духовный статус не путем, там, предположим, каким-то длительным там, или изучением каких-то длительных технологий, а именно как бы, технологическим путем. То есть выделяем структуру духовного зрения, направляем, фокусируем в точку взаимодействия души Бога и действия души Бога, и распознаем через физическое тело, то есть координатная система, то есть маятником является физическое тело, ваше, например, личное, ну, в принципе, или там, воскрешенного человека, или любого другого человека, чье будущее бесконечно. Вот имейте в виду, здесь очень четкий координатный уровень, здесь не так много систем. Либо вы, либо воскрешенный, либо человек, где видно его бесконечное будущее. И чтобы увидеть бесконечное будущее человека, надо еще как бы уметь правильно посмотреть, да, на этого человека. То есть с какой стороны геометрически на него смотреть. Значит, как правило, значит, точка зрения человека, если человек смотрит там, на лицо, да, то это в большей степени управление тем процессом, что рассматривается бесконечное будущее. Если смотреть там, на руку человека, там, правую, это больший аспект управления прошлым, то есть координатная система прошлого и так далее. То есть это можно распознать за счет практики просто, как смотреть. Например, вы выделили таким образом точку фактически встречи, потому что ведь как только да, душа Бога начинает опознавать свое собственное действие, то первичным действием является человек у Бога. По образу и подобию Бог, естественно, прежде всего опознает свой образ, да, и свое подобие. Получается, что здесь и есть человек. Причем любой, да, ну и включая то, что воскрешенный. Если мы начинаем эту точку развивать, то есть мы стараемся просто объективировать процесс так, что нам нужно фактически, по большому счету, здесь, в общем-то, рассмотреть процесс взаимодействия Бога и человека и посмотреть, как человек бы встретился со своей собственной информацией. То есть вообще, как бы он себя увидел, или как вообще в жизни люди встречаются. Вот происходит много процессов, как люди встречаются случайно, вообще говоря, как они встречаются системно, ну можно позвонить, да? Такой простой вопрос, воскрешенный, почему он, там, например, там, не позвонит, например. Но, как я сказал, в системе, хотя есть, что звонят воскрешенные и так далее, значит, достаточно много случаев системных. Я говорю, тот как бы логический статус, если воскрешенный, значит, может позвонить, а у воскрешенного сохраняются все аспекты обычного человека, он все помнит, то что здесь происходит, да, вот на уровне логики возникает процесс, что может вообще остановить, как бы для живущего человека это непонятно часто. С чем связано такое вот, как бы, ну, больше поведенческое получается в ситуации, да, другого человека, такого же, он не звонит и все. Да, есть социальные процессы, там есть какие-то другие нормы, но вот оправдать то, что вот он долго не звонит, возникает что-то третье, что-то здесь как бы кроется, да, получается. Что-то здесь кроется то, что не дает возможности осуществить заведомо простое действие. Вот мы начинаем, ну я говорю, кроме тех случаев, когда воскрешенный звонит или там встречается. Например, человек сделал управление, осуществил воскрешение, но вот начинает затягиваться встреча. А с точки зрения Бога вообще все
живы в определенных интервалах, либо там по логике человека в бесконечном будущем, где все воскрешены, да, или в прошлом. То есть для Бога-то разрыва-то вообще нет. То есть он только осуществляет, что организация встреч получается. Сам-то Бог. Вот почему там для Бога нет понятия там фатального разрушения, да, например, какой-либо системы. Все равно все для него в определенное время восстановлено, и задача только стоит в организации встречи. То есть обычная встреча человека, обычные какие-то процессы в этом мире, это не совсем простая получается вещь. Да? Для чего вообще они нужны с этой точки зрения? Видно, что они как бы на логике понятно для чего, как-то идут процессы жизни. Но вот с этой точки зрения получается, это организация некой другой субстанции, это организация какого-то вещества фактически. Да? Если мы начинаем анализировать, что есть вообще система встреч как таковая, постулат простой и логически простой, да? Опять же, возвращаясь на эту позицию, мы берем отправной точкой, человек жив для Бога, он все равно в бесконечности жив. Он будет или те, кто уже там ушедшие, воскрешены в любом случае, живущие имеют возможность не умереть. Получается, что мы имеем все время вот именно понятие некого взаимодействия, да? То есть тогда надо рассмотреть внутреннюю как бы природу или там структуру Бога в управлении. Вот Бог, да, первичный единственный создатель. Что его в первую очередь интересовало вообще в этом мире? То есть его, получается, что должно интересовать некое внутреннее взаимодействие. Он должен как-то дифференцировать свой каждый отдельный элемент, да, в этом мире. Он и так все знает, то есть ему все понятно. Вопрос только в том, как происходит это взаимодействие. Вообще, чтобы у Бога возбудить, как бы создать интерес, он должен проследить за каждым элементом. Так как он создатель всего, то получается его интересует взаимодействие, ну так, в упрощенной, что ли, да, схеме. Получается, что вот именно взаимодействие с точки зрения Бога, почему Бог определяет такое взаимодействие? При полной свободе воли мы начинаем вот эту вот тонкую грань находить между будущим, там, всеобщим процессом, да, вечной жизни, где там вообще никто просто не умирает, и уже все воскрешены, например, вот этот участок можно взять в управлении. Значит, и рассмотреть процесс, ну как бы для человеческого понимания этот человек должен рассмотреть как бы процесс самопознания. Для Бога же что ему познавать, он все равно создатель любого, да, уровня информации. Получается, для него основным процессом является восприятие знания у другого человека. Вот как другой человек воспринимает и насыщается знаниями. И, кстати, именно вечного развития. Тогда он начинает видеть как бы историю, что ли, или создавать историю, свободную историю, да, своего собственного первичного развития. Вот вся система встреч – это где Бог начинает познавать, ну как бы с точки зрения человека, а по сути дает полную волю и свободу, чтобы рассмотреть как, значит, ну что ли так, вероятностная возможность, что Бог вообще может рассмотреть с точки зрения себя, то есть как можно познать себя с точки зрения там, своего творения, да? И получается, что вот эти вот системы встреч и так далее, это вообще говоря путь божественного развития получается, по сути. То есть как Бог изначально, вот он взял, создал первые элементы мира и смотрит, что они начинают развиваться, значит это путь божественного развития. То есть каждая встреча несет определенный путь божественного развития. И заложена идея именно пути, который показывает Бог. То есть фактически того пути, который как бы проходит Бог, ну, может быть, на уровне восприятия, да, своего. А для него что восприятие, что жизнь, это же одно и то же, что реальное событие. И вот стыковка восприятия с реальным событием дает как раз-таки совершенно четкую градацию. Вот душа Бога здесь работает, здесь есть его элемент восприятия, то есть действие души. Значит, Бог, наблюдая за собой, то есть рассматривая, что ли, свою историю развития с точки зрения абсолютного уровня всех свобод, да, в координатной системе, то есть все свободны, и делают, например, там, что хотят, ну, в условиях социальных норм и систем. И получается, что вот это вот четкое разграничение, это есть первичная платформа, которая абсолютно устойчива, кстати, и она характеризует место, где встреча должна происходить обязательно и системно. Ведь во всеобщем воскрешении информация, как бы платформа встречи, она не отличается от текущей информации. Вот если
там, в случаях, когда идут разовые воскрешения или там даже системно-разовые, там, групповые, пусть даже миллионные, да, можно сделать воскрешение всех, если один человек остается невоскрешенным, это процесс неустойчивый. Получается, что мы не решили проблему, если даже хотя бы один не воскрешен. И если, предположим, мы имеем управление такое, что нам нужно перенести структуру мира, вот, например, текущую, да, в структуру, где все воскрешены, и состыковать, нам нужно фактически что сделать? Рассмотреть процесс, как Бог объединяет действие души и собственную душу. Вот и все. А с точки зрения Бога, Он может объединить свое действие и собственную душу, когда ему там понравится, да, управление душой, получается. То есть Он принимает это управление, считая, что да, это так должно быть, да, это едино. Тогда его душа фактически увеличивается на уровне действия. Вот в чем, кстати, есть отличие все-таки Бога от действия человека, что Он может развить и распространить свою душу. И это есть первичный элемент любого мира. То есть Бог встречается практически с собой, получается, да, в точке фундаментального или там, первичного управления, или в точке там, бесконечного будущего. Он всегда встречается с собой. Ну, со своей информацией, так скажем. И получается, что если мы имеем это, то первичное создание, человек именно, да, естественно, Бог всегда может встретиться с человеком живым. Нам только лишь нужно пройти по линии воззрения или там, восприятия Бога, и мы видим практически живого человека. Вот и все. То есть для этого вот этот элемент надо технологически просто его как бы выучить. Совмещение действия души Бога и души Бога как таковой в точке принятия информации, да, познания, принятия. Вот когда человек принимает, как вообще Бог принимает? Он принимает информацию в качестве человека. Он же создал человека, значит, он уже принял. То есть вы сами являетесь основой принятия. Точка зрения не где-то там, нам не нужно за ней куда-то гоняться, нам достаточно рассмотреть свои действия в этот момент. Это и есть корень любого события. И получается, мы тогда можем принять информацию, например, какую-то, и также, в принципе, дифференцировать. И когда мы дифференцируем информацию, ну, так, как это нам нужно, да, мы должны рассмотреть, что нас касается и что бы мы сделали, да, чтобы было нужно. То есть, в принципе, технология, кстати, восприятия и действия, она практически идентична к тому, что делает Бог вот, в управлении. Потому что ну, по образу и подобию это совершенно понятно и в перспективе бесконечного развития, а вот именно дифференциация, что касается человека, что он будет делать, то есть рассмотреть свою собственную информацию, это, в общем-то, элементарная система, это несложно. Постепенно мы переходим к опознанию своего собственного действия. И как только мы к этому приходим, то мы можем видеть структуру будущего, где можем видеть себя. Где вы непосредственно, например, перемещаетесь, это, кстати, мощное управляющее сновидение, даже организующее сновидение, так скажем. И сновидение, которое не просто там управляет, а создает реальность, организовывает следующую систему реальности. И, по сути, это управление, которое свойственно Богу, когда Он создавал первичные элементы, одновременно бесконечные. Вот промежуточная система – это более сложная с точки зрения как бы, человеческой логики система управления, потому что там есть необходимость познать суть события любого, да? То есть все системы связи. А начальный и бесконечный уровень – это, в общем-то, просто достаточно, потому что там же нет большого количества событий в первом случае, потому что они еще не набрали как бы сил, и их не так много в первичном акте создания. А в бесконечном уровне, когда там формы достаточно унифицированы, все равно все бесконечно разрушить нельзя. Формы достаточно линейные и практически неустойчивости у них нет. Поэтому управлять на уровне до факта создания или там в первые какие-то миллисекунды, если так можно выразить, на самом деле в первые импульсы света, и в бесконечности это примерно одинаково технологически, а как бы сложнее и длиннее, так скажем, не то, что сложнее, а длиннее всего, так скажем. Управлять это в текущем управлении, в общем-то, в обычном варианте обычной, да, жизни там, любого другого человека. То есть фактически человек, который технологию осваивает, он себе упрощает
систему достижения, видимо, определенных аспектов всеобщей реальности, вот именно по задачам всеобщего действия. Вот в чем как бы некая прерогатива, что ли, того, кто начинает развиваться и видит какие-то аспекты управления перед собой, что ему дальше делать, да? Дальше управление развивается в больше всеобщем масштабе, то есть он начинает больше работать, такой человек, с более глобальными задачами. Поэтому я, например, в своем учении всегда говорю, что через макроспасение, естественно, и в этом случае происходит убыстрение управления, и получается, что ускорение, то есть привлечение человека сюда, в это место, где находитесь вы, это четкое опознание своих собственных факторов места расположения в этом мире, в этой информации. Как только вы убедились, что вы освоили там, первичную координатную систему и видите все световые там, потоки и так далее, что вам нужно делать, и при этом следующие дела, например, да, они достаточно устойчивы, потому что вы видите свет будущего. Можно не дифференцировать будущее, можно просто видеть свет устойчивого будущего. Хотя вы и так можете там, один раз как-нибудь там, полчаса потратить, посмотреть все свое будущее там, бесконечно, а дальше оно уже известно. И можно, например, просто считать, что вы имеете свет, да, и все. Зачем там несколько раз одно и то же как бы реализовывать управление? Все равно это будет. И поэтому получается, что именно созидательное, конечно, имеется в виду. Поэтому получается, что мы рассматриваем здесь управление так, что задача в этом управлении максимальную концентрацию света, где есть точное ваше месторасположение в информации, суметь продвинуть на уровень доступа до воскрешенного и все. То есть, когда в этом мире все известно, конечно, сразу известно, где находится воскрешенный. И задача просто довести управление до него. Значит, получается, что само понятие ускорения – это просто часто очень большое количество работы, ну, как считается, больше не всегда это большое количество работы. Бывает, что просто точка зрения какого-то человека в коллективном сознании, который об этом не знает, не хочет знать. И у человека, в принципе, возникает в большей степени, ну, может быть, некое подобие там, лени, что ли, вот, преодолевать огромное количество, как кажется, информации, кого-то там убеждать, который имеет там, противоположную точку зрения и так далее. Но если он на это идет, то есть решил связаться с этим понятием и рассматривать, почему человек там что-то или не хочет понять, возможно, какие-то внешние влияния. Ведь, по сути, это в душе каждый человек может делать и воскрешение, и встречу. Он где-то от этого отвлечен кем-то, да? Если анализировать дальше, то это система, ну, опять же, событийного развития. И в каждом случае мы должны видеть суть каждого события с точки зрения Бога опять. Путь Бога, да, так скажем, во всеобщем развитии. В идеале, ведь каждый человек должен пройти тот путь, где он достигает вечности, а значит, это путь первичного развития, что и изначально заложил Бог. Он на определенном уровне своего пути, он не должен отличаться в возможностях. И как только люди осваивают такие возможности, у Бога возникают другие задачи, следующие. И возникает, что, ну, в этой ситуации, что нужно обязательно идти глубже и, опять же, приходить, по сути, опять же, к себе. То есть, как только вы приходите к себе в управлении, да, уравновешивается фаза поиска. То есть, вам не нужно, например, рассуждать, почему там, один человек что-то хочет делать, другой не хочет. Вы компенсируете тем, что ваша точка зрения вам известна. Вы ищете, вы видите себя. Так же, как делает Бог. Он делает, он видит самого же себя в управлении. Да? То есть, ну, в одном из аспектов не всегда, но, по крайней мере, как только он видит себя, а Бог вообще всегда видит себя, да, везде, как бы. Вот эта вот точка зрения всегда видит себя. Не наблюдать именно, а видеть, зная, что это вы и есть. Может быть, не дифференцируя там, как бы где конкретно, там, скажем, да, смотрите на какую-то там поляну или на местность и знаете, что вы есть. То есть человек и так ясно, что он знает, что он есть, но знать с точки зрения видеть, да, знать и видеть – это одно. В рассмотрении образа вы видите знание о себе. И когда вы начинаете приближать эту систему к себе, ближе, да, то события бесконечного спектра становятся более подконтрольны или часто абсолютно подконтрольны.
То есть это зависит от вашего положения или от ваших дел там, и так далее. Значит, и тогда получается, что любой внешний уровень управления – это есть контролируемая система, да, в пространстве и во времени. И вот здесь вот возникает, уже вы, ну, фактически, да, технологически набрали всех систем, вы знаете, там, что на уровне разделения души Бога и действия души Бога, вот эта точка найдена, вы определили свою координатную систему и так далее. И вот здесь вот возникает опять то, о чем все время говорится в управляющем контексте, что если хотя бы один человек все-таки не знает полностью или там хотя бы как-то не участвует, да, в управлении, то вот эта небольшая уже, в общем-то, система, ну, некого там внешнего события, такого не очень устойчивого, она начинает влиять. Вот здесь вот возникает очень, в общем-то, специфический, может быть, сложный даже в идеологическом, что ли, понимании момент. С одной стороны, есть стремление технологически освоить систему, да, с другой стороны, можно этого отдельного человека убедить на расстоянии, там, сдать ему некую информацию, там, он начнет осваивать, но тогда в идеологии получается, сколько тогда времени, да, займет этот процесс. То есть вы вышли на уровень контроля, и вдруг вот один человек этого как бы делать не может. И его опять управление начинает как бы вот маленьким ручейком рассеять, буквально там выглядит как нитеобразная система, то есть все пространство управления работает, а вот, скажем, одна нить, она несет фазу типа другого мнения, например, да? Значит, получается, что задача здесь уже работать исключительно технологически дальше, то есть уметь связать социальные события в вашей жизни, то есть свой собственный статус управления, знание того, что все равно будет всеобщее воскрешение, знание того, что там, ну, есть, например, там, по каким-то конкретным случаям воскрешения, когда выступает и объясняет что-то, там, человек воскрешен, он показывает какие-то элементы, да, управления, анализ этих элементов, как вообще он состыковал с системой там, живущих и так далее. И получается, что технологически возникает внутренняя задача, то есть на что вы настроены. Либо вы, значит, ведете, да, и показываете технологии, как бы, ну, первый уровень, вы делаете, ну, или просто воскрешение там, отдельных людей, или там какие-то у вас встречи, и вы за собой ведете людей в рамках своей задачи, как человек действующий или сделавший воскрешение и дальше действующий. То есть это разный ракурс. Если вы сделали воскрешение и встретились, и человек уже пришел, часто это большая ответственность от тех, кто начинает только начинает делать управление. И поэтому достаточно много людей выбирает путь такой, что да, они встречаются, но вот эту границу никак не преодолевают, потому что считают, что в этом случае они слишком сильно оторвутся от системы коллективного сознания. Вот дальше мы переходим к системе личного, в большей степени как бы личностные отношения, обусловленные практическим опытом человека. Значит, ведь социально каждому дан путь вести за собой и именно вот в структуру вечного развития, и каждый может реально, например, там, спасти цивилизацию именно за счет там, силы своей души, за счет света своей души. То есть никто таких задач как бы человека не сбрасывает, он в любых условиях смотрит, что он делает на этой задаче в основном. И если, например, он совершает воскрешение, возникает вопрос, что делается с этим человеком дальше, да, то есть, ну, с ним-то все равно, конечно, все хорошее, скажем, происходит. Вопрос, в принципе, его дальнейшего действия. Основное количество людей, значит, ну, фактически, как бы, видя оторванность тогда свою от системы коллективного сознания, где этот процесс еще не стал системным там, или всеобщим, начинают рассматривать в большей степени задачу своего коллективного действия, то есть и сохраняют вот эту вот тонкую границу, то есть они видят людей, там, часто даже за руку здороваются, но не совершают полного цикла, потому что считают, что вот эта как бы зыбкая граница, через которую, если они перейдут и встретятся уже с воскрешенным, воскрешенный уже остается, то вот что будет дальше? Смогут ли они потом дальше за собой как бы с той же скоростью вести управление, потому что они тогда будут по-другому мыслить. Он сделал воскрешение, и скоростные характеристики уже другие. Вот социальный статус
задачи такой, что на самом деле, вот, по сути, здесь не происходит уменьшение скоростных характеристик. То есть идущий, то есть делающий, да, воскрешение, и сделавший воскрешение, с точки зрения там, бытового сознания, вообще с точки зрения там, устройства мира, это вообще говоря одно и то же. Ну хорошо, человек там воскресил кого-то, ну и что, дальше там мир такой же. Также есть там ядерное оружие, например, да, до сих пор и так далее. И получается, что здесь, по сути-то, здесь главное суметь преодолеть на очень высокой скорости, преодолеть, ну, вот этот вот уровень человеку, тот, что после того, как он встретится с воскрешенным, и по полному причем циклу, то есть воскрешенный приходит, например, там, обязательно лучше домой и живет именно в доме, то есть, потому что вот если где-то третий вариант, ну, это может быть там какой-то законченный цикл, но все равно он не считается полным с точки зрения социальных систем текущих, по крайней мере. То есть люди, которые были известны в ближайшее время, приближенные там десятками лет, они должны по возможности возвращаться в семьи, и тогда будет полный цикл осуществлен, как демонстрационный больше, да, уровень демонстрации, такой явной демонстрации человека обратно в семью. И никуда это не деть. Семья – это первичный уровень, который принимает человека, как бы опознает и так далее. И получается, что это является фактором доказательства, что это действительно там член семьи, и именно этот человек воскрешенный. И ведь это не просто так там делается, потому что ну, там где-то, если человек одинокий, ну, это, в общем-то, ничего здесь страшного нет, тем не менее, у кого были семьи, то должен, значит, да, вернуться в семью. Вот этот фактор действия, вот уже дальше, третий уже мотив, как он возвращается, к кому, как среагируют родственники, не будет ли у них там, ну, какой-нибудь сердечно-сосудистой проблемы и так далее, да, потому что при минимальном уровне неправильной реакции, значит, возникает там расширение сосудов, так думают окружающие. На самом деле это не так. Вот воскрешенному вред не наносит. Вот это как закон. Он не может там организовать, не то что там организовать, ну, как я говорю образно, но как бы от встречным не может быть, например, там сердечного приступа. Потому что это все-таки уровень третьего контакта, то есть материя насыщается при контакте, даже с воскрешенной материя имеет вообще другой тип. Там видны даже места контактов на оптических уровнях. Материя становится более резервная у человека, резервируемая как бы в структуру дальнейшего управления. И получается, что вот здесь вот надо четко разъяснить позиции, что если человек приходит воскрешенный, по крайней мере, вреда уж точно там не будет никому. Вот здесь вот эта вот позиция должна быть очень четко понятна. Есть же там разные фильмы там, про зомби и так далее, которые как бы путают коллективное сознание и дают вообще другой процесс, некий механистический, который базируется на совершенно не тех, которые, кстати, не будут никогда реализованы системах, что якобы можно химическим каким-то путем механическую систему там, развить тело и так далее, значит, исключает именно духовный путь, что это те же самые люди. Причем путь, в который верит основное количество людей. Просто обычное воскрешение, там, воскресение, такое же, как в христианстве и вообще во многих других религиях отражены эти системы фундаментальных. То есть этот путь уже известен, но, значит, в коллективном сознании часто привносится некий такой техногенно-материальный, да, или как бы больше даже критическо-техногенно-материальный вариант. И получается, что люди ну, как бы дезориентированные, это там, в общем-то, даже это такой не все описывающий термин, на самом деле они полностью отстранены от технологического плана этого процесса. И получается, что это мнение, оно имеет равный статус, ведь как устроено все в этом мире, любое мнение имеет равный статус. И либо одно мнение за счет большего количества приверженцев там, реализуется больше, либо там меньше и все. И получается, что вот здесь вот именно управление на детализацию, на пояснение как бы всем членам семьи, не обязательно, кстати, это нужно там какие-то декларировать принципы, основы, достаточно часто просто иметь свою собственную позицию, спокойную позицию, ну, например, там, не связанную с объяснением даже. Но при этом вы должны реализовывать пространство для реализации, вы должны тогда быть больше в управлении. Если вы меньше объясняете, вам придется больше управлять. Значит, и когда вы начинаете это пространство реализовывать шире, скажем, да, свою платформу готовите для прихода воскрешенного, вот здесь уже в принципе замыкается процесс тогда.
тогда возникают, ну, как правило, там, даже если длительные периоды часто проходят, встречи физические, да, например, человек видит, но он думает, ну хорошо, он подойдет, что дальше? Опять, прежде всего, людей, вот я так рассматриваю процесс, больше всего, явно они это воспринимают или нет, затрагивает процесс, будет ли он дальше также инициативен там, по спасению людей, потому что всегда есть такой, ну, некий соблазн, что это, как думает большинство людей, что в этом процессе кто не подходит, там, они говорят, вот, ну, стоял и не подошел, например, да? А потому что человек свою вот эту миссию именно всеобщего спасения берет за первичный уровень. Он верит, он видит воскрешенное и считает, ну хорошо, пусть так. А основное количество людей может увидеть там 90% и не подойти. Это им проще. И он этот статус держит, например, да, управления. Наиболее активные, которые прорывают этот статус, ну, как бы личным, что ли, личной инициативой, там, или торжеством собственного мышления, там, где-то бесконечности, он, такой человек встречается или там как-то возвращает и так далее. У них, как правило, там быстро преодолевает система, ну, похожая на страх, что ли, это даже нельзя назвать страхом, там, а как бы больше это выглядит так, что как мог бы испугаться другой человек в случае, если вот это произошло. Это как бы больше информация там, возможного страха, если был бы какой-то наблюдатель, теоретически. Как бы это просто видно в коллективном сознании, и вот эта система, она засвечивается в управлении. Получается, что мы имеем дело больше с некой такой, ну, той информацией, которая, кстати, и не может быть именно страха информация некого, которая может быть и не реализована вообще никогда. И вот здесь возникает элемент такой, что, значит, ведь и воскрешение, и даже это приходится исключать. Ведь когда мы говорим о всеобщем процессе, мы не можем допустить, что мы оставляем в системе что-то, что было бы, например, ну, как бы вот, скажем, непонятно, неясно, или бы там вызывало какой-то даже дискомфорт, не говоря же об испуге, да? То есть логически этот процесс должен быть очень естественный. И получается, что человек на уровне души, вот здесь уже душа Бога и человека очень четко стыкуется. То есть здесь уже видно, что действие души и Бога и человека может быть одно и то же. И более того, душа Бога практически, ну, фактически как бы является носителем души человека. То есть луч, который идет от Бога, проходит, например, через свечение, так скажем, души человека, и форма у них одна и та же в этот момент. То есть, но в данном случае это может быть или действие души Бога, или душа Бога как таковая. Вот, и когда человек начинает дифференцировать вот эти вот, может быть, не совсем сложные понятия, он начинает видеть, что его задача увидеть часто, кто его там касается, либо Бог своей душой, да, то есть сам Бог, либо это все-таки указывающий его, да, скажем, уровень. Если Бог, то что он указывает тогда? Да? Значит, как бы Бог соприкоснулся, и как бы делать больше и не надо ничего, да? Бог, значит, соприкоснулся, это уже хорошо считается. А если это просто указывающий уровень, то есть его надо распознать. И вот тогда человек приходит к пониманию того, каким образом вообще Бог сам рассуждает. То есть с точки зрения человеческого, да, например, мнения. Что вообще для Бога является указывающим действием? Вот в этом смысле, если рассуждать, то получается, что он же вынужден себе сам создавать какие-то там условия, да, управления. Что-то он должен себе сам как бы придумывать, в общем-то, по логике. И здесь возникает уже следующий как бы макроуровень событийного аспекта действия. То есть человек находится в событийной системе, где он всегда может себе создать события для управления сам. То есть он просто переходит, ну вот Бог для него знакомый просто там, ну, человек, скажем, да, и все. Раз он так делает, значит получается, что он может себе, например, создать систему управления и сделать так, чтобы воскрешенный был здесь, да, все. Вот он приходит на точку зрения мышления Бога, с точки зрения первичной организации там, желания и действия Бога, и организовывает
все настолько естественно, что у него нет разрыва между его мышлением и системой коллективного сознания. То есть он преодолевает вот этот дискретный разрыв, когда многие, там, например, не знают, да, про эту технологию, просто тем, что он думает так, как, например, там, как делает Бог. И все. Мысль налагается на действие Бога. И тогда получается система самопознания, она такова, что воскрешенный тогда уже не может, ну там, не то, что не может, там, по свободе выбора он выбирает то место, где он остается, вот именно остается в этом месте. Значит, и тогда вот давайте мы тогда сейчас коллективным управлением, скажем, сделаем такой уровень, что в естественной системе совершенно там, не напрягаясь, там, вот мы определили какое-то место, да, и пусть он там стоит, даже если мы не применяем какие-то технологии, но мы знаем, что мышление Бога такое же, он считает, что пусть воскрешенный будет там. Наша задача только подойти или как бы организовать события, чтобы он там приблизился. Вот надо сейчас совместно сделать такое управление, я сделаю вместе с вами, стараюсь охватить больше людей, лучше вообще всех. И мы проработаем это управление. После этой практики я покажу уже технологию как бы детализации управления. На фундаментальном управлении старайтесь все время преодолевать вот эту границу, что, как я сказал, выделил периоды, что человек за собой ведет других и ну, как бы, больше хочет вести за собой, и он не преодолевает границу радикально. Как бы, да, если он преодолел, то он такой же, он все равно ничем не отличается, но воскресил он человека, а дальше еще же работы ну, практически столько же, да, кроме там, тех воскрешенных, кого он воскресил, и все. То есть надо вот, быстро приводить к тому, что какое бы количество воскрешений не провел человек, пока не происходит всеобщее воскрешение, и пока технология не становится всеобщей, вечной, то есть нельзя просто уничтожить человека, так скажем. Доводится до уровня вечного развития в любом случае человек. Только тогда еще можно сказать, что ну, какой-то там первичный статус работы был выполнен. Да? Человек в определенной степени приблизился к тому, как изначально реализовал Бог свое управление, то есть как он задумал, и он тогда становится близким по пониманию. Вот если переместиться в ту точку и оттуда начинать понимать Бога, где вообще невозможно просто разрушить человека, и уже все воскрешены, то есть нету понятия того, что были какие-то системы деструкции. Вот тогда с этой точки зрения, если начинать понимать Бога, то получается здесь уже понятно, почему бытовые события сейчас, они именно так и выглядят в этом мире. И вот поэтому детализация событий, да, скажем, детальные системы, где нужно встретиться, то есть какие должны быть характеристики нахождения в местности этих зданий там каких-то, или там выделение интервала времени, да. Значит, это есть система, как раз таки идущая с точки зрения уже законченного процесса. Но это же как раз и точнее получается, потому что как только мы имеем реализованный процесс, законченный, то получается, что мы как ну, некий там уровень, к которому нужно следовать, и вектор, который идет туда, мы по нему идем, и тогда мы знаем точно, что происходит здесь. То есть детализируем систему, ну, фактически встречи, потому что мы видим, что мы правильно идем к тому процессу, где все является уже вечным. То есть процесс вечности, элемент вечного развития, то, что мы воспитываем сейчас, да, в управлении, в духовном управлении, там, в управлении физическим телом, да, или там, в распространении действия души, например, во всех аспектах личности, сознания человека. Это есть уровень, который позволяет практически как бы действовать отсюда, зная, в чем есть критериальность. Когда мы знаем, что наша задача при любом сочетании событий получить неразрушимость человека, значит, при любом, кстати, сочетании событий получить обязательное всеобщее воскрешение, параметры очень простые, известные, и задача всего лишь навсего стараться с текущего времени учитывать вот эти вот понятия. И учет этих понятий дает как раз-таки полную картину развития мира, где из всей полноты картины развития мира мы получаем уже детальные системы по встречам, по времени, по организации времени и так далее. И вот здесь вот есть такой
аспект действия, то, что вот в случае, когда мы рассматривали управление, идущее по отношению к себе, то есть мы рассматриваем свою информацию и получаем точку нахождения, да, человека. Так как я сказал, Бог может рассмотреть свою информацию в действии души, в действии как таковом. И если мы рассматриваем процесс действия, например, как такового, уже идущего от воскрешенного, да, или, например, там, от воскрешаемого даже так, то мы, в принципе, можем исключить, там, например, понятие ухода человека в структуру его реализации, да, именно в структуре, например, предложим, там, его дальнейшего развития. Вот, с точки зрения логики, человек родился, как он рассматривает свое дальнейшее развитие. В бесконечном варианте, вот бесконечное время существует, он же какие-то элементы из бесконечного спектра все равно воспринимает. Человек же может воспринять бесконечное время в любой момент. И получается, что первый элемент организации места встречи – это то, как человек, живущий, воспринял элементы бесконечного уровня будущего. То есть самый простой элемент – найти, как вообще воскрешенный хочет к вам, ну, прийти, скажем так, да, в какое-то место, рассмотреть в истории его событий, какие сигналы из бесконечного будущего он получал, из каких элементов был, ну, хоть там миллиард лет или там миллион лет вперед и так далее. Выделить эти сигналы, посмотреть, что он воспринял. И по этим контурам найти место здесь. То есть на уровне оптических систем это визуализируется так, что мы смотрим первичный импульс, где он как бы посмотрел. Здесь самый важный элемент в истории развития этого человека — посмотреть, где он посмотрел в будущее. Если он не смотрит, он его не воспринимает. Значит, человек, значит, смотрит, кстати говоря, есть очень простой критерий в этом управлении. Он смотрит всегда в момент рождения. Он смотрит во всеобщее, там, включая минус бесконечно, такое своеобразное такое зрение в момент зачатия. Значит, он смотрит в 25 лет, в 75 лет и так далее. То есть вот есть интервалы, хотя вот считается, что там, например, там 50 лет, это как, считается как юбилей, тем не менее интервально заложено, что в этот момент он смотрит больше во все аспекты информации. А вот в будущее, если вот выделить, нам нужно, чтобы не искать, там, где он посмотрел, и не рассматривать действия его души, часто можно рассмотреть элемент, момент рождения, но это элемент очень скоротечный, буквально там, миллисекунду он воспринимает сигнал всего бесконечного будущего. А вот 25 лет достаточно устойчивая позиция. Там бывает, что идут системы управления достаточно четко, да? Но интервал в 25 лет всегда попадает в очень прочные проекции на момент рождения и даже на момент там, зачатия. То есть можно рассмотреть 25-летний как бы, возраст, так скажем, да, этот интервал, как достаточно устойчивый уровень что ли, действия во все аспекты, но прежде всего там, на уровень там, рождения, зачатия и так далее. И если мы выходим на уровень просмотра через бесконечность, то есть на уровень там, минус бесконечности, да, ну там да, это выглядит не как даже минус бесконечность, а как информация та, которая в оптике так и выглядит, что есть информация будущего, некий сигнал, там, например, там, из миллиарда лет вперед. Эта информация на большой скорости в момент именно зачатия прогибает ту информацию, которая существует ну, до момента, некий такой прогиб, да, некая линза возникает. И в той точке, где она обратно как бы не отражается, возникает жизнь человека. Вот, ну, собственно говоря, зачатие возникает момент принятия всего мира. То есть, когда человек принимает весь мир таким, каким он есть, да, то есть бесконечно, тогда он рождается. То есть он не отражает, он и принимает информацию. Соответственно, любой элемент мира в этом мире, так скажем, так если можно выразиться, значит, он фактически способен на создание человека, да, получается, в любой точке, если только нет отражения этой информации. То есть если мы имеем, что мир, собственно говоря, сама личность принимает в этой точке, то есть это опять реализация Бога.
даже в биологическом рождении все равно реализовывается мнение Бога, получается. Либо он принимает свой собственный бесконечный импульс, либо он не принимает. И, значит, получается, что таким образом Бог фактически как бы коррелирует, да, информацию бесконечного будущего развития за счет мнения конкретного человека. Но это несколько своеобразное такое действие Бога, обобщенное на обязательность действия людей. То есть человек как критерий, то есть рожденный человек — это всегда богоизбранный человек, получается, в этой системе управления. И раз уж так он и выбирает, и человек еще принимает, возникает совокупное мнение. То есть это я говорю, что не совсем как бы такое вот бесконечное, что ли, минус бесконечный в прямом понимании, а именно в оптическом выражении, что за этим стоит в логическом понимании бесконечная какая-то величина, которая была до рождения. И считается, что это возможно, там есть элементы будущего, но это больше похоже на элемент некой большой массы информации, некого массива, где вот этот прогиб есть, но нет обратного сигнала. И получается, что задача тогда человека, чтобы решить этот вопрос, всего лишь навсего сфокусировать, взять там свой сигнал, послать в этот прогиб, попасть в точку, откуда вообще человек получил. Может быть, он получил там через 150 лет вперед, не обязательно миллиард. Но, как правило, кстати, элемент очень высокий, там буквально миллион лет затрагивает, там, где время просто сворачивается в событийную форму, то есть там как бы вот события меряются другими категориями, не временем, а более концентрированным понятием, как элемент событий. И в основном отсюда идет управление в эту точку прогиба, и тогда мы можем понять, что человек там увидел вообще. То есть понять его хотя бы восприятие оптическое, что он увидел. И вот это, то есть цвет, просто цвет, что он там, золотистый какой-то, или там серебристо-сиреневый, там. И вот этот цвет, это есть фактически его дорога, где он может идти, воскрешенный. То есть, если вы хотите определить, где он находится, смотрите на цвет, который находится прямо на поверхности Земли. И тогда для вас путь открыт. Вы взяли, там, смотрите, он прошел. Можно по цвету, по толщине цвета определить время какое. Если там воскрешенный вошел в структуру бесконечного развития, то есть он понял, что развитие бесконечно, как человек живущий понял. Вот, кстати, воскрешенный все-таки вынужден воспринимать бесконечное будущее с точки зрения дополнительного познания, когда человек живущий, то есть не умиравший, он это видит изначально, это его бытовое состояние. Но когда он познает, он, кстати, перестает отличаться. Вот в бесконечном будущем воскрешенный не отличается от живущих, то есть от неумиравшего, например. Да? И получается, что чем он больше там, понимает будущее, чем толще его платформа. То есть, соответственно, он может находиться там, на каком-то уровне, если она, там, например, там, 1,5 метра, значит, он практически полностью находится в теме будущих событий, он уже не уйдет, логически не уйдет. То есть есть воскрешенные, по которым видно, что больше у них не будет вот этого биологической смерти, то есть он не уйдет. Так же, как, в принципе, технологии может реализовать любой живущий, не умиравший. То есть отличие пропадает на уровне действия. Вот как я сказал, есть действие души Бога, а есть душа Бога. Да? Если реализация души Бога изначально в первичном состоянии, это физическое тело человека, и он не умирает, да, реализуется первичный импульс души, ушедший человек в действии должен быть реализован, но есть же совмещение действия души, действия и души Бога. И получается, что здесь вот уже, где есть совмещение, там возникает платформа для воскрешенного человека, который знает, что у него будущее бесконечное. А дальше там проблем вообще нет никаких, потому что если уж он это знает и технологически это умеет, то тогда он, во-первых, ему и проще прийти тогда назад, потому что он обычный становится. Человек в прямом понимании, если считать, что обычность – это понимание, что есть вечное развитие. Вот это наиболее обычный человек вообще-то. И получается, что раз наиболее что ли, бытовой уровень осознанного управления, когда вот реальность наиболее точно отражена, это то, что у человека есть бесконечное развитие.
И тогда платформа сливается, да, ему проще встретиться с человеком живущим, который знает, что надо заниматься там, например, там, всеобщим воскрешением, а некоторые знают, что все равно будет там всеобщее воскрешение, и занимаются этим как бы не очень быстро. Тоже, кстати, такая категория есть, совершенно уверенных людей, и они могут там длительное время практически заниматься, не торопясь, зная, что все равно это произойдет, и тогда, получается, тем самым, кстати, тоже замедляют все-таки время, но, тем не менее, это уже личный статус человека, и они должны тогда сами выбирать, либо они более активно начнут заниматься, либо они, зная, что процесс все равно всеобщий, то есть абсолютно как бы зная эту характеристику, они не очень торопятся. И получается, что здесь, на этой платформе, где, например, там, знание человека абсолютно, вы можете проследить вот, нарастание вот этой дорожки своеобразной, да? И, кстати, выглядит это очень своеобразно. Это вот на оптике прям выглядит, что человек находится в этом уровне, ну, неком таком, некой специальной, как я сказал, информации в начале сегодняшнего семинара, где человек имеет структуру воскрешенного человека, и вот этот шлейф какой-то тянется, прям можно даже видеть, где он ходил там. Вообще, где он вышел, где он ходил и так далее. Это прям видно, если уметь различать вот эту структуру действия. Видно по вертикали, видно дни буквально, видно дни. Обычно есть неделя, потом в следующей неделе как бы уплотняется информация и так далее, и так далее. И, между прочим, многократное уплотнение информации приводит к возникновению того же состава материального вещества, из чего состоит Земля. Вот, если, вот, например, посмотреть за воскрешенным, который там долго ходил и постепенно приближался к понятию вечного развития в технологическом понимании, потому что дело в том, что само воскрешение – это факт достаточно, ну, для воскрешенного, скажем, такой он несколько, конечно, своеобразный для его восприятия, но тем не менее он технологически все равно выглядит как некое отставание, надо догонять человека, который вот не умирал, за счет того, что он там какое-то время там упустил, да, например. И получается, что вот технологических преимуществ это не дает человеку, никаких вообще. Он просто знает, что, человек, что существует такой процесс, ну, с ним он даже произошел, но тем не менее он вынужден это знать как бы больше логически. Вот. То есть, и когда мы начинаем видеть структуру, значит, в логике, хотя бывает так, что воскрешенные потом говорят, что какие-то, ну, там, чудесные явления произошли, и это его больше убеждает, например, да, но этот статус всегда не больше логического статуса любого другого человека, это просто элемент знания, ведь все есть знание, да, все есть информация. Больше, чем знание, он не имеет. Вот в чем особенность, что, то есть я всегда говорю, что самая основная задача управления в любых технологиях воскрешения, чтобы человек не умирал. Самая главная задача, да? То есть человек должен жить, а уже дальше там, ну, кто ушел, тех воскрешать. То есть вот здесь вот элементом этого действия является вот этот уровень, что неумиравший имеет ну, возможность там, бесконечного входа информации, практически мгновенного, без дискретных элементов или явлений, да, связанных, например, с системой биологического распада и последующего восстановления, утеря времени. И как только дальше уже человек соединяется со структурой бесконечности, вот здесь вот в проекционном варианте возникает почва. То есть почва как носитель, да, ну, биологической материи, в проективном варианте реализовывается как система для вечного развития, получается. Логический вывод, что чем больше воскрешенный перемещается, как только он выходит в структуру вечного развития, возникает элемент, ну, причем на материальном уровне. То есть возникает элемент конкретной, ну, просто почвы, обычной почвы. И если, например, ну, то есть она состоит из обычных, там, кремниевых, например, элементов и так далее. И получается, что вот этот вот элемент, ну, собственно говоря, описан или существующий в коллективном сознании, что в определенном степени, да, структура почвы характеризует как-то человека, ну, там говорят, что, ну, есть понятие там некого праха и так далее, да, но ведь по логике организация самой почвы, это есть организация вечного развития через преодоление, как бы, структуры биологического разрушения.
И если в почве находить точки, где эта структура преодолена, просто в почве, в обычной, скажем, в информации даже об этой почве, то можно очень четко находить места, где наиболее благоприятна встреча с воскрешенным. Наиболее благоприятно. То есть научиться различать свойства материи, это, да, кстати, не понятие географических зон, там, геофизических разломов и так далее. Это просто совсем другое понятие, оно связано с тем, что человек, в принципе, вообще независим от того, где он находится. Хоть там, если он способен, может в вакууме организовать кислород и там спроецироваться. Это как бы, человек же это бесконечная субстанция, и она реально бесконечная, так же как Бог действует бесконечно, просто коллективно люди создают событийную структуру, договорились, что они будут идти там путем божественного развития, поэтому они находятся в одном месте. А так, в принципе, получается, что на уровне, в общем-то, управления здесь абсолютно нет проблем, где реализоваться человеку. И получается, что количество связей больше, чем, ну, можно там себе представить, да? То есть воскрешенный, получается, может выбрать любую систему реализации, но так как есть там первичный некий там договор, скажем, некое желание совместно не выглядит, это часто в виде там некого договора, а просто совместное желание вечного развития. Тогда, получается, мы можем найти структуру почвы во всеобщем как бы уровне и из общего уровня найти точки наиболее благоприятные с точки зрения организации встречи. То есть я говорю, что первичен уровень человека, а не уровень там почвы. Не уровень носителя, на чем он ходит. Он сам организует себе носитель. Значит, и получается, для человека живущего почва существует всегда, то есть он не умиравший, и бесконечность для него это естественно. То есть тип почвы один, да, фактор бесконечности, то есть почва соответствует системе бесконечного развития. То есть для него почва обладает статусом бесконечности, для живущего, не умиравшего. А для воскрешенного он вынужден себе реализовывать, ну, то есть строить почву под ногами фактически. И вот эта вот структура информационная, то есть это не выглядит, конечно, как там большие количества почвы, хотя, кстати, для некоторых мест это существенное даже увеличение почвы физической, кстати говоря. И, ну, по тем же наблюдениям, что Земля все-таки расширяется очень активно, как за предшествующие буквально даже 1000 лет, сейчас буквально в месяц она увеличивает объем массы, то получается, что где-то эта почва же возникает, откуда она же не путем метеоритов сюда попадает. Метеоритов столько, сколько падало, столько примерно и падает. И получается, что увеличение самой почвы – это действие воскрешенных. То есть логическая задача замыкается на том, что воскрес, он взял себе там участок нарастил, да, например, там реально физическая почва. Значит, получается, с точки зрения логики ограничений для количества воскрешенных нет. В проекционном варианте у них возникает элемент пространственного развития, то есть достаточно кислорода, еды, там, почвы и так далее. Если мы начинаем исходить из этого, с точки зрения бесконечного развития, да, то возникает третий уровень следующего плана управления во всеобщем воскрешении. Вообще сколько было цивилизаций, сколько в этом мире существует элементов, вообще говоря, развития, да, сколько там было, может быть, на других планетах и так далее. И куда такое количество людей реализовать. Так вот, тот принцип, что в любой точке информации, если человек принял, он может возникнуть, то есть принял этот мир, да, принятие этого мира, то получается, что мы приходим к точке создания Бога. Вот как он вообще мир и себя, да, получается, принял? Как вообще Бог себя распознал? Ведь при первичном развитии создания мира он же должен сначала, ну, как бы найти собственную информацию, сначала мир принять, проработать, потом как бы его создать. Да? Вот что такое абсолютная устойчивость в управлении? Он же создал мир, который существует, значит, он сделал это точно. И получается, что он же сначала должен был проработать до элементов сознания, где он тогда базировался и как он принимал решения. Бог имеется в виду. Значит, с этой точки зрения, если мы начинаем анализировать также и ставить на эту точку зрения вообще человека, например, там, живущего, да, не умиравшего, то все просто. Он уже здесь находится, он спокойно развивается, там проблем нет. У него это выражено в естественности, в гармоничности его собственного состояния, бытия, так скажем. Но это философское некое отвлечение, тем не менее, оно характеризует практически прагматический элемент встречи с воскрешенным, именно ускорение.
Здесь получается философия – это есть действие, внутренняя философия – это ускорение действий. И получается, что мы видим тогда, что воскрешенный, когда он начинает подбираться к этому месту, да, где находится Бог в момент принятия решения, ну, Бог, например, там, смотрит на весь мир сначала и думает, где бы его создать. Ну, такая парадоксальная, необычная точка зрения, но, тем не менее, чтобы точно создать мир, он же должен был в такой точке находиться. Значит, и когда человек начинает приближаться к этой точке, воскрешенный, ведь если он один раз мир принял, то он от него отказаться как бы фактически не может. Можно быть рожденным, если только весь мир принят. Он приходит к своей первичной точке, он должен попасть в позицию Бога, когда Бог еще собирался создать мир. Сам воскрешенный. То есть откуда вообще они там появляются и идут, да, например, вот если задаться вопросом, где они там возникают. Ну, таким чисто механистическим вопросом. Где это место, пусть покажут и скажут, где они там, откуда выходят, да? То как бы получается, что эта точка как раз-таки именно близка к той, которую я сейчас описываю. Он должен вернуться к первичному уровню, и дальше уже идет подобие с тем, как делает Бог. Он изначально, получается, должен принять так же, как человек, да, систему всего мира и должен быть созданным как человек. То есть Бог, ну, как бы, войдя в свое собственное будущее, Он выбирает мир точно так же, по элементам его возврата как бы своей личной сущности к себе самому, да, и получается, он не выходит за пределы себя. То есть как только воскрешенный человек начинает видеть автономность своего собственного там существования, то есть именно автономную характеристику, вот тогда распознается образ, который идет из бесконечности к нему. То есть ведь, ну, например, там, в момент биологического распада там начинают рассеиваться характеристики внешнего мира, да, для такого человека. И ему нужно как бы собрать автономную систему, точку зрения о себе просто собрать, что он автономная сущность, да, биологическая сущность. И когда это, в общем-то, обычное действие, рутинное, часто напряженное действие, связано, кстати, с большим мыслительным процессом у воскрешенного или там воскрешаемого человека. И когда он начинает видеть то, что он видел в момент там, рождения из бесконечной системы, начинает раскрываться система событий. То есть он начинает события распознавать, встречи, а ведь он все время стремится к встрече на самом-то деле. У него всегда есть задача встречи. То есть вот так же, как у человека воскрешенный, ну, например, там, кем-то, где-то рассматривает там какие-то позиции встречи и рассматривает, что у человека живущего всегда есть механизм воскресить другого, то у воскрешенного всегда есть механизм встретиться. Вот. С тем, с кем бы он, кстати, хотел встретиться. Ну, в первую очередь, с тем, кто его там, как правило, там воскресил, например. Хотя они не всегда, люди, кто воскрешен, не всегда дифференцируют кто. Часто они видят просто действие Бога, а первичный импульс они не дифференцируют. Это правильно, потому что изначально-то везде есть присутствие Бога. И здесь не суть важно, там, кто больше приложил усилий, меньше. Это, в общем-то, естественное состояние души человека – это вечная жизнь другому, да, значит, это воскрешение, например, да, создание технологии вечной жизни. Поэтому получается, что в естественном состоянии человек как бы он не очень даже сам лично дифференцирует, что он делает в плане этого события. Если он там выводит какого человека на конкретную задачу воскрешения, у него просто возникает фактор ответственности личной за доведение этого процесса до уровня полной реализации, и все. То есть если человек, например, выделил какое-то физическое лицо и посчитал, что нужно воскресить, у него эта задача теперь остается навсегда практически. То есть он, например, может забыть про нее там, или так далее, но реально он будет вынужден сделать воскрешение и проследить. Значит, когда это произойдет? В управлении, потом, мало того, что в управлении он еще должен будет по возможности убедиться, и, как правило, он должен каким-то образом убедиться. Либо он развил ясновидение, увидел, что тот где-то воскрешенный ходит, либо, как правило, все равно фактором действия является личная убежденность, то есть это встреча с этим человеком на физическом уровне. И либо это удостоверение там, за счет всех форматов обычных, да, там, что именно это человек, что именно он воскрешенный, что он живой и так далее, обычная система идентификации, либо как минимум узнавание среди количества людей.
любого, ну там при встрече где-то случайно там в магазине там, или просто на улице и так далее. И здесь идет дифференциация, но здесь следующий процесс. Как только вы с этим встречаетесь, возникает следующая задача, они сразу же бесконечны. Вот как делает Бог, Он же все время ориентирует на бесконечное развитие. И вот, ну как бы отдохнуть, так, если там можно выразиться, да, в этом процессе можно только когда процесс всеобщего воскрешения уже осуществлен и доказано, что уже ничего человеку не угрожает. То есть любое сочетание событий не приведет там, к биологической смерти. Тогда возникает некое там, подобие отдыха, просто исключается задача и все, нет задачи больше уже такой. А реально человек постоянно в этой системе работает, постоянно идет по вот этим неким, ну, похоже, кстати, на некие реки такие вот временно-пространственные, и постоянно совершенствуется. Некоторые этого не замечают, некоторые замечают, поэтому лучше это знать сразу и считать, что это надо сначала просто лучше сделать и все, и заниматься чем-то другим. Значит, и когда, например, мы рассматриваем вот этот процесс, ну, с точки зрения там уже места Бога, да, в своей первичной организации, то у Бога тоже была такая мысль, вот надо этот мир сделать там вечным, и тогда уже дальше проще, да, как бы. И вот здесь вот возникает позиция, что Бог изначально определил свое первичное место в точке обязательного действия. Зачем Бог там себя обязал создать мир? То есть что для него являлось обязательством? Что его побудило, да? Вот, например, там, точно, системно создать мир. Ну как там, человек ответственный, он все время там что-то доводит до конкретного решения. Вот где для Бога вот эта точка реализации? То есть я приближаю воскрешенного к месту, где он как бы точнее принимает решения, где точнее его личный путь, где точнее вот эти оптические системы, что ли, связи, развития, где его точнее можно найти, где более выявлены элементы свечения, там, где он прошелся. Ведь не всегда это, например, только путь по материальной почве, часто это мгновенное возникновение как бы воскрешенного в этой точке. То есть нет предшествующего пути, как бы нет информации, хотя, может быть, он там и шел, да, значит, на уровне логики, казалось бы. И этим преодолевается система неких таких явлений, ну, из плана, что ли, необычного. То есть вот вы идете, вдруг смотрите, там человек там воскрешен, например, да, пришел ли он сюда, или он там возник, или он там появился за сантиметр до этого, это уже больше логический вопрос. Сказать, что он появился, как бы логически нельзя, получается. Все равно человек должен где-то идти, откуда-то там выйти, да. Но как бы сказать, что он не может там появиться, тоже нельзя. Вполне может быть, что он в этом месте и появился. Никаких предшествующих там движений по почве может и не быть. И поэтому нужно рассмотреть еще и вертикальную как бы составляющую, да, реализации воскрешенного человека. Ведь человек может появиться в любой точке, как и сказал, если он может создать там кислород, он может в вакууме создать землю, кислород и жить. Значит, независимо от расстояния. Он центр мироздания. И получается, что исходя из этого мы можем сказать, что люди выбирают себе какое-то место, для него весь мир, в общем-то, универсальный для человека, он может быть реализован в любом месте, так же, как, в общем-то, Бог, то получается, что Бог поставил задачи своего развития именно универсальность и бесконечность. И поставил задачу добиться этого. Да? Для чего он это сделал? Ну, для того, чтобы быть уверенным, то есть точно знать, что ничего не может сместить устойчивость, например, там, вечного развития. Ну, в человеческих словах, что ли, если так можно быть сказано. Для человека логически это очень понятно. Бог, который там владеет и управляет всей информацией, он может вообще-то выбрать только эту точку зрения. Потому что любой другой точки зрения не может быть, иначе, ну, может быть там коллапс какой-то там мира и так далее. Да? Бог на это не может пойти. Поэтому получается, что он выбирает именно всеобщность. И вот тогда, когда уже человек понимает эту точку зрения, он приближается практически к Богу на уровень уже его как бы следования в бесконечность, да, по логике. То есть он встречается с Богом уже в бесконечности. Вот почему он живой в бесконечности, оказывается. То есть его точка зрения такова, что изначально созданная материя обладает свойствами как бы дальнейшего, да, вот вечного однотипного развития,
То есть если мир создан, значит он на какой-то платформе базировался, на фазе бесконечности, значит он туда и попадает. И, соответственно, как бы, ну, начальное вещество, оно бесконечно, оно не может быть разрушено, там, куда-то смято или там, преобразовано. Значит, даже логическая модель такова, что если мы говорим о том, что первичная точка создания, она вообще где-то, естественно, была, то какая она была, то, естественно, понятно, что она была бесконечной. Потому что мы же четко понимаем, что вот здесь можно просто логически понять, да, совершенно абсолютно однозначно, что если она где-то возникла, она не могла возникнуть на какой-то конечной фазе, вот и все. И вот уровень логического, что ли, статуса осознания бесконечности переходит в естественную бесконечность. Если что-то в этом мире создано, то оно все равно будет бесконечным. Именно в созидательном плане. И поэтому человек, у него одна дорога, он должен только попасть в бесконечное развитие. И поэтому понятно, что встреча Бога и человека в бесконечном статусе развития – это то пространство, которое создает Бог и человек на духовном плане. Это даже не физическая, там, скажем, система организации мира, да? Это, в общем-то, в большей степени обычно уровень, ну, так скажем, духовного действия. То есть дух Бога и человека пересекается, там, некое возникает единение, то есть различие духа Бога и человека фактически исчезают для восприятия там, человека, по крайней мере. И вот здесь уже, как только различий нет, то любой человек живой. Вот очень мощное ускорение встречи с воскрешенным. Бог сам показывает через свой духовный путь, духовное развитие, место, где значит, человек родился, да, изначальный уровень, начальная точка. А у каждого она и своя, одновременно там есть всеобщая точка. Значит, ну, мы берем свою точку локальную. Дальше, в будущем бесконечном он существует. Дальше мы смотрим на элемент там, физической реализации, то есть раскрытие событийной формы. В каком месте, где родиться, да, например. И возникает очень четкая, в общем-то, картина, можно ее там, в общем, даже просто как-то вырисовать, там, точки эти соединить. И получается, мы в проективном варианте видим следующее, что по универсальности всех событий, что он увидел в бесконечном будущем, хотя это, в общем, несколько сложно, да, как бы вроде бы на там, восприятие, логически здесь ничего сложного нет, он просто из этой массы формирует себе события сейчас. Вот чтобы Бог получил платформу бесконечную изначально, он должен будущее сделать бесконечным и из этой массы формировать себе как бы основу для начального импульса, ну, в человеческом понимании. И получается, что мы здесь четко видим, по аналогии с тем, как делает Бог, человек, значит, формировал себе события, он где-то заложил точку бесконечного развития обязательно, своего собственного. Значит, получается, он где-то подключил механизм внешней помощи, да, других людей, то есть его личная воля. Ведь мы можем особенно быстро встречаться с воскрешенным, если мы его волю реализовываем тоже, да, то есть он человек свободный. А свободный не значит, что он там, ну, типа, делает, что захочет, меняет решение. Это он выбрал какое-то решение один раз в момент рождения. Эти решения должны реализоваться. Ведь Бог создал мир, он не отклонился от его создания, и человек идет тем же путем. Он все равно не отклоняется от системы своего собственного вечного развития, по сути. Он может не обращать внимания, может там, относиться, ну, например, там, считается легкомысленно или как-то вот в этом роде, но тем не менее он все равно будет двигаться в эту сторону. И получается, что таким образом, спроецировав события, да, в систему его вот этого бесконечного развития, мы находим очень простую, усредненную такую точку, как бы, в общем, в социальной системе, в развитии, что эта точка фактически реализована так, что она может, если вы хотите, видоизменяться по вашей воле, да, вы сейчас рассматривали больше точки зрения там, воскрешенного человека, чтобы не был нарушен там, принцип его свободы воли. Но она может видоизменяться. То есть построенное им пространство в его мышлении, в его воле, это все-таки, ведь Бог создал всех свободными, и вы тоже имеете право там, регулировать, да, например, точку встречи. И вот это есть уже приближение. Регулирование – это уже приближение к вам. А приближение происходит так же, как и действие изначальное вот, по построению мира, то есть это развитие мира в бесконечность. То есть чем больше людей, осваивающих там, или имеющих уже технологии вечного развития, тем точнее координаты встречи с этим человеком.
самый простой вариант, ну хотя бы один раз, так скажем, быстро увидеть действие от Бога, то есть настроиться, да, и вы сразу увидите воскрешенного. Остается только тогда уже подходить. То есть либо технологи, кто освоил эту технологию, и вы можете видеть их лучи, которые сподвигают к вам этого человека, да? Вы уже взаиморегулируете, то есть так же, как с любым другим человеком, созваниваясь по телефону, договариваясь о месте встречи, учитывая его время, возможности и ваше. Но когда вы переходите на такую позицию, что надо учитывать еще его время и возможности, вот тогда становится проще всего. Вы переводите управление на бытовой уровень. Единственное, здесь есть аспект тот, что вдруг у него там другие желания, там другое время, другие возможности. Но тогда придется преодолевать это управленческим путем. Вот почему я говорю, что надо развивать все-таки управление прямое, там, событиями, дистантное. Это упрощает время встречи, потому что тогда вы помогаете ему на расстоянии, там, решать его проблемы, входить в его проблемы, там, рассматривать, что он делает, да, уже там, живой, здоровый, например, да, и как его придвинуть сюда. То есть умение просто управлять событиями ускоряет тоже вариант и встречи с воскрешенным человеком, потому что вы в этом случае фактически организовываете его события. Но есть люди, которые на себе берут очень много событий, управления, те же самые воскрешенные, значит, ну, видя, что мир там как бы заново как бы открывается для них, и они начинают очень много работать на общество и так далее. Тем не менее, задача возврата в обычный цикл – это, в общем, все равно основная задача для общества. И вот что их заставляет вот именно тянуть, что ли, не возвращаться быстро там, и так далее, вот здесь опять же структура, спроецированная на этого человека. То есть он тоже ищет себя. Он начинает думать, почему вообще это с ним произошло, да, например, первый аспект. Он должен понять, как с точки зрения вечного развития он должен теперь себя вести, да, там, и так далее, и так далее. Значит, что он может за собой привнести, какую информацию для человека. Потому что воскрешенный, ну, здесь достаточно тоже такой своеобразный нюанс в управлении возникает. Это как пример того, что материя полностью восстановима. То есть ее можно восстановить, в том числе включая там, биологическое тело человека. Насколько это способствует тому, чтобы человек не, ну, как бы другой не взял это за то, что все достаточно просто в этом мире, там, и чтобы его порог, что ли, преемности с точки зрения безопасности, там, перехода улиц и так далее не был принижен. Тоже есть такой аспект. И он начинает рассуждать так, как бы очень часто медленно продвигаться к решению именно стабилизированного решения. Вот, то есть его задача это все-таки бесконечный мир. Если он где-то видит преуменьшение, ну, что человек, который занимается таким там, сознательно, да, он понимает, что все то же самое, задача там, не умирать и так далее. А если он встречается с человеком, которого ну, данный вопрос не касается, там, первичная встреча, да, то вот как раз-таки минимизация вот этого уровня безопасности, она, в общем-то, возможна. То есть, если его встречает какой-то сосед, который вообще не слышал про технологию воскрешения и видит, что, оказывается, все так достаточно просто, там пару методов проговорил, и человек воскрес, то тогда, не зная фундаментальных основ основной задачи неумирания, да, он может думать, что как бы особых проблем, в общем-то, нет. И вот здесь вот очень тонкий нюанс, воскрешенные очень многие на эту стенку как бы упираются. И из-за этого тоже есть элементы, конечно, что они, ну, как бы не показывают. Часто бывает, что показывается там определенному кругу людей, которые устойчивы и не более, да. То есть их надо выводить на уровень того, что заведомо в управлении, да, просвещать людей, что ну, хотя бы там какой-то логической формулировкой, раз есть воскрешенный, то нет смысла умирать, то есть нет, по ней получается понятие смерти, нет смысла тогда умирать, раз все равно человек воскрес. Как бы это даже не логическое понятие становится, то какими-то такими вот методами стараться возле него ставить управление на технологической какой-то основе. И, между прочим, основной элемент управления в этом случае, вот основной ресурс, что ли, да, из структуры, когда человек смотрит бесконечное будущее и видит какую-то систему для себя, именно на том, чтобы этих людей убедить, ну, как бы случайных, да, хотя случайных не бывает, конечно, просто тех, кто технологией не занимается, вот управление по воскрешению, постараться вывести на уровень нормы, там, даже тех, кто там отрицает или вообще там против, но тем не менее умение как бы вывести на уровень, что ли, стабилизированных форм.
стабилизированных форм, хотя бы, чтобы это не повлияло, там, скажем, да, на уровень, ну, опять же, принижения, в первую очередь, порога безопасности. Как только воскрешенный это решает, эту задачу, то, как правило, он уже может тогда, вообще говоря, в этом случае спокойно появляться, но тогда он должен, получается, решить задачу на достаточно длительное время, да, на следующие свои встречи и так далее. То есть для него, в общем-то, стоит задача очень такая, в общем-то, большая. И ведь, по сути, например, да, при воскресении Иисуса задачи им были уже решены для человечества. Вопрос только в том, что в каждом частном случае человек воскрешенный, он вынужден где-то детализировать систему, да, в управлении. И вот если рассматривать вот эти его задачи, то есть постараться понять его задачи глубже, то это тоже существенное ускорение встречи. Бывает так, что он просто не приходит, потому что всего один человек, который он опасается, что тот, ну, там, или испугается, или там будет иметь какие-то проблемы, и вот он там возле этого человека ходит там, часто очень долго, длительное время. Все решено, вот, другого человека он мнения даже не знает. Это же обычные межличностные отношения, надо уметь понять. А другой человек, может, он наоборот его ждет, но он, вот какие-то внутренние механизмы, необычность, что ли, он считает, что тот его там необычно воспримет или еще что-то. Вот какие-то нюансы совершенно человеческие, совершенно простые, которые мешают там фактически встретиться. Получается, что нужно разобраться в ситуации. И когда вы начинаете уже разбираться, то есть вам придется в этом случае глубоко вникать в систему психологических отношений между людьми, значит, придется их решать, это опять управление, придется решать с учетом некого такого необычного, что ли, некой такой необычной составляющей для некоторых людей в этом управлении. Ну, то есть, который человек знает, там ждет, но очень сильно ждет. И чтобы скомпенсировать это ожидание, он считает, что на это не надо обращать внимание, или там даже говорит, что этого нет, например. А хотя на самом деле это, наоборот, признак сильного ожидания. Потому что сказать, что нет, нельзя, столько людей верит в то же самое воскрешение, в том числе Иисуса Христа, да? Есть конкретные воскрешенные, они там выступают со сцены и так далее. Ну, говорить, что таких людей нет, нельзя, например. Но, например, если он говорит, что нет, здесь что-то другое, значит, да, кроется, с логической точки зрения. Если он ждет очень сильно, то чего он смущается? Возможно, он попадает в точку зрения, ну, то есть живущий, попадает в точку зрения каких-то элементов прошлого. И вот здесь вот обойтись без опять вот этого макромассива, да, информации будущего, бесконечного будущего, опять сложно. То есть получается, что мы имеем все время проекцию каких-то макроявлений будущего. И вот чтобы согласовать точку зрения там, воскрешенного, живущего, нам все равно придется перейти в структуру бесконечного развития, а в бесконечном развитии все равно все вопросы решены, так или иначе. Именно созидательно решены, там все равно никто не погибает там, и так далее. Значит, получается, что бесконечное развитие еще нужно и для того, чтобы технологически был реализован процесс воскрешения. То есть нам оно нужно, получается. Не потому, что оно там есть, оно и так есть в явно видной информации, а просто нам еще нужно для того, чтобы решить вопросы, те же самые вопросы встречи с воскрешенным, например. Но вообще говоря, бесконечное будущее, когда есть, проще рассматривать какие-то текущие, да, дела и вопросы. Поэтому здесь нужно выработать свою личную позицию по созданию бесконечного будущего, бесконечного развития. Тогда можно точно аналитически подойти к тому, что думает воскрешенный, что он должен делать, где он сейчас находится. Например, там, пьет ли он пиво или он пьет минеральную воду, что он делает. Значит, и когда вы начинаете подходить как бы с точки зрения вот этой аналитики, да, хорошо, пьет пиво, посмотрите через пиво тогда, где находится это пиво, через внешние системы. А если минеральную воду, посмотрите через осадок этой воды и так далее. И начинаете отсвечивать, как бы на него бросать импульсы, ну, какие-то там совершенно внешние, пусть даже воскрешение давно очень состоялось, да, внешние импульсы, идущие от внешних предметов, ведь он этот мир принял, он же за него, значит, он может отдать импульс обратно. То есть вы можете войти в первичную точку его организации и сказать, что принятый мир, вот он тогда импульс не отдал в бесконечность, сейчас пусть отдаст, да? Пусть покажет свое место. Если он вам отдает этот импульс,
Проблем нет, на самом деле все не так сложно, но технологически просто это так выглядит. То есть это так выглядит. Если можно, не задумываясь, там, не то что там просить, он, может быть, даже и не видит, как вы работаете, но хотя бы рассмотреть, как импульс от него отражается. И вот за счет отражения импульса во внешней системе начинает вырисовываться внешняя среда. Дальше можно определить место, город, там, дорогу или что-то, и определить, буквально взять на карте, если есть желание. Но принцип подхода по карте иногда нарушает как бы принцип свободы, да, перемещения человека. Поэтому опять есть ограничения. Если это не нарушает, можно найти вплоть потом и по карте тоже. И получается, что здесь главное это вот процесс договоренности в действии. И, кстати говоря, значит, на мой взгляд, вот, если мы рассматриваем управление таким образом, что нам нужно, ну что ли, технологически выразить управление, именно всеобщая там согласованность, да, всеобщая некая такая договоренность, это такой очень важный элемент для ускорения там какого-то сверхбыстрого уровня встречи с воскрешенным. Вот. И, кстати, сейчас уже есть фактологические работы, например, вот Надежда Косихина издала книгу «Фактология воскрешения». Здесь приведены случаи встреч, есть выступления, по-моему, 2 воскрешенных. И здесь, вот, в принципе, можно проанализировать и посмотреть, какие существуют внутренние нюансы. Есть значит, книга Надежды Андреевны Елизовой о технологии встречи с воскрешенными. Там показаны элементы духовного управления, элементы реализации на физическом уровне. И вообще целесообразно практику, конечно, на мой взгляд, как-то стараться популяризировать, например, там также издавать в виде книг, брошюр, стараться писать какие-то отчеты, работы как можно больше. Со своей стороны я буду проводить аналитику вот всех процессов для того, чтобы, например, там, в моей программе «Президент России» с 2008 года выявить именно технологические циклы как системные циклы, где будут представлены технологии на уровне тех, что они должны быть реализованы системно в институтах, в специальных там, именно там, министерствах, учреждениях, именно таких обычных социальных, которые будут заниматься этой задачей просто системно. Не в виде там, разовых мероприятий, а научно, системно. Поэтому к тому времени желательно, вообще всегда желательно вот этот опыт реализовывать в виде каких-то публикаций, на мой взгляд. Это можно делать в фонде, значит, можно делать, в принципе, в любом другом месте, лишь бы это было популярно, тогда всем станет гораздо проще встречаться с воскрешенными. На этом я сегодня семинар заканчиваю. Спасибо большое за внимание.